Всем привет, приветствую на канале. Сегодня я подготовил видеосборку для владельцев BMW. Тайм-код с навигацией вы найдете под этим видео. Касательно скрытой функции панорамного люка и окон, при удержании кнопки открытия на ключе автоматически открываются передние стекла, затем задние и панорамный люк. При удержании кнопки закрытия на ключе сначала закрывается панорамный люк, закрываются задние стекла и передние стекла. Хочу добавить, что данная функция не активна у автомобилей с американского рынка. Ее можно активировать путем кодирования. Довольно полезная функция доводчиков стекол. Если между стеклами и дверью появится какое-то препятствие, эта функция не даст закрыть стекла до конца. Активируем, ставим руку, и доводчик автоматически понимает, что у него есть препятствие. Как посмотреть точный остаток топлива в баке? Остаток топлива в баке у нас на минимальном уровне. Для того, чтобы зайти в сервисное меню, нам нужно его разблокировать. Поворачиваем ключ зажигания во второе положение. Зажимаем правую кнопку, удерживаем ее до момента появления надписи «Тест номер 1». Далее нам нужно выбрать правой кнопкой «Тест номер 19». Подтверждаем левой кнопкой. Видим надпись «Lock On». При помощи левой кнопки нам нужно ввести сумму сложения последних 5 цифр ВИН номера кузова. В моем случае это цифра 17. Выбираем цифру 17 и подтверждаем правой кнопкой. Далее при помощи правой кнопки выбираем подпункт под номером 6 и подтверждаем левой кнопкой. Первая цифра, которую мы видим на приборной панели, это у нас значение датчика под номером 2, уровень топлива в баке без топливного насоса. Вторая цифра по центру, которую мы видим на приборной панели, это у нас первый датчик уровня топлива, сторона топливного насоса. И третья цифра, которую мы видим, это суммарный уровень топлива в баках. Далее нажимаем левую кнопку. Данная цифра, которую мы видим сейчас на приборной панели, это суммарный уровень топлива в обеих баках за вычетом резервной области. В данном подменю можно всегда увидеть в цифровом варианте остаток топлива в баке. Выключаем зажигание, выходим с подменю. Достаточно часто люди пишут в комментариях по поводу того, какие покрытия стоит наносить после мойки автомобиля. Многие пишут про керамику, еще больше пишут про твердый воск. Керамическое покрытие достаточно сложное в плане подготовки поверхности перед нанесением. Для самостоятельного нанесения должны быть условия и правильная подготовка помещения. Поверхность автомобиля должна быть идеально очищена, обработана и отполирована, близка к состоянию нового автомобиля. Перед нанесением твердого воска поверхность должна быть хорошо очищена, удалены остатки насекомых и битума с лакокрасочного покрытия автомобиля. Иногда я применяю автошампунь с воском Карнауба. Если мойка автошампунем без воска, наношу на кузов автомобиля твердый воск. Либо применяю жидкий полироль с содержанием воска Карнауба из серии цветных полиролей для насыщенности цвета и придания блеска кузову. Перед нанесением удаляю следы насекомых и остатки битума. Далее защищаю пластик и наношу полироль при помощи аппликатора на поверхность автомобиля. Ожидаю порядка 5-10 минут и располировываю микрофиброй. Наносить полироль нужно в тени без попадания прямых солнечных лучей на кузов и желательно не в жаркую погоду. В конце этого видео покажу несколько фотографий после мойки и нанесения полироля на автомобиль. Такого нанесения хватает на 1-2 месяца. Твердый воск на 3-6 месяцев. Через полгода нужно повторить нанесение воска. При включении задней передачи правое зеркало заднего вида автоматически опускается в нижнее положение, для того, чтобы было лучше видно бордюр, ограждение или бровку, и вы не поцарапали колесные диски во время движения назад. Когда переключаем с селектора КПП в положение Drive или паркинг, зеркало заднего вида возвращается в свое стандартное положение. Данную функцию можно отключить, если переключатель зеркал находится в левом положении. Если мы поставим переключатель в правое положение, при включении задней передачи зеркало будет стоять на месте и не дергаться. По поводу управления климатом контроля на примере BMW X5 E53 кузов. Первая кнопка сверху – это подача воздуха на лобовое стекло, верхнее боковое вентиляционное отверстие. Вторая кнопка – это подача потока воздуха в область груди для водителя, переднего пассажира и задних пассажиров. Третья кнопка – это подача воздуха в пространство для ног в передней части автомобиля и задней части автомобиля. При нажатии на кнопку «Авто» включается автоматический режим обдува воздуха, автоматически распределяется по всем направлениям подача воздуха в системе. Также обороты вентилятора автоматически регулируются в зависимости от заданной температуры климата. Для выключения
режима авто нам достаточно выставить обороты вентилятора. Далее, поскольку у нас двухзонный климат, регулировка температуры у нас есть с левой стороны и с правой стороны. Для удобства и комфорта водитель может настроить температуру подачи воздуха индивидуально, а пассажир также может настроить для себя температуру. Верхняя кнопка обозначена красным индикатором увеличения температуры подаваемого воздуха. Нижняя кнопка уменьшение температуры подаваемого воздуха. Так же само для стороны пассажира. Увеличиваем и уменьшаем температуру. Снизу у нас кнопка регулировки оборотов вентилятора подачи воздуха в салон автомобиля. Можно добавить обороты вентилятора и уменьшить. По поводу температуры, оптимальная и комфортная температура считается 22 градуса. В правой части блока климата у нас кнопка подачи воздуха на лобовое стекло. При нажатии на нее климат направляет поток воздуха на лобовое стекло и делает максимальные обороты вентилятора. Использовать этот режим обдува для размораживания лобового стекла зимой или запотевания лобового стекла в дождливую погоду. Для выключения режима еще раз однократно нажимаем на клавишу. Климат возвращается к пользовательским настройкам. Включение кондиционера осуществляется нажатием на эту кнопку. У нас загорается индикатор включения. Включается наружный вентилятор кондиционера. Срабатывает муфта кондиционера. Фреон циркулируется по трубкам кондиционера, охлаждая внутренний радиатор кондиционера. Далее внутренний вентилятор климат-контроля подает охлажденный воздух в салон. В зависимости от заданной температуры климата и температуры наружного воздуха и теплового состояния двигателя воздух охлаждается или подогревается. Для выключения кондиционера нажимаем однократно, лампа потухла, вентилятор кондиционера наружный перестает работать и муфта кондиционера отключается. При определенных погодных условиях после пуска двигателя лобовое стекло может на некоторое время запотеть. Запотевание можно уменьшить включением кондиционера. При работе кондиционера образуется конденсат, который сливается под автомобиль. Это нормальное явление. Периодически нужно очищать внутренний и наружный радиатор кондиционера. Также необходимо прочищать дренажные трубки кондиционера. В режиме кондиционера при нажатии на кнопку «Авто» включается автоматический режим обдува. Воздух автоматически распределяется по всем направлениям подачи воздуха в системе. Также обороты вентилятора автоматически регулируются в зависимости от заданной температуры климата. Для выключения автоматического режима достаточно уменьшить обороты вентилятора и выставить мануально направление потока воздуха. Выключаем кондиционер. Далее у нас режим рециркуляции. При определенных обстоятельствах, допустим, неприятный запах с улицы, поднятая ветром пыль, нажатием на кнопку можно временно прекратить подачу наружного воздуха в салон автомобиля. Когда загорается лампа индикации с левой стороны, система автоматически отталкивается от наружного датчика качества воздуха, будет перекрывать и открывать подачу воздуха в салон. Вторым нажатием включаем режим принудительного перекрытия подачи воздуха снаружи. В этом варианте воздух в салоне циркулируется по замкнутому кругу до момента выключения этой функции. В сырую дождливую погоду окна могут запотевать при принудительно включенном режиме рециркуляции воздуха. Необходимо выключить режим и увеличить подачу воздуха. Для того, чтобы выключить монитор, нам нужно найти пункт «Выключить монитор» и подтвердить нажатием правой кнопки. Для включения монитора повторно нам нужно кратковременно нажать на кнопку, и наш монитор активируется. Еще одна полезная функция, которая может пригодиться зимой. Если машина закрыта, закрыты центральные замки, лючок бензобака также закрыт, открыть его снаружи не выйдет. При открытии машины срабатывают центральные замки, и фиксатор лючка бензобака также срабатывает, разблокирует лючок бензобака. Если механизм замерзнет или сломается в закрытом положении, открыть лючок снаружи не будет такой возможности. Для этого в правом заднем крыле BMW предусмотрели специальный пластиковый тросик зеленого цвета с изображением бензоколонки, при помощи которого можно открыть лючок бензобака изнутри. Для этого достаточно просто потянуть за трос, и лючок бензобака откроется.
Для того, чтобы назначить нам нужную радиоволну на определенную кнопку на магнитофоне, нужно выбрать радиостанцию и придержать на пару секунд кнопку, на которую мы хотим назначить эту радиоволну. Таким способом можно назначить все пронумерованные кнопки на магнитофоне. Как оказалось, мало кто знает, как работает и какие режимы есть у селектора переключения передач. У нашего селектора есть положение S – Sport. В данном положении машина будет затягивать передачи и делать их более длинными. При кратковременном нажатии селектора в положение с обозначением плюс мы перейдем в ручной режим переключения передач. Машина не будет переключать следующую передачу до момента повторного нажатия селектора в положение плюс или при понижении передачи путем переключения селектора в положение минус. Для выхода с ручного режима управления коробкой передач возвращаем ручку в положение Drive. Система контроля давления в шинах или система повреждения шин следит за давлением во всех 4 колесах в процессе движения автомобиля. При падении давления в одной из нескольких шин загорается индикатор на панели приборов, который информирует о том, что давление в шинах заметно падает. Нормы давления воздуха в шинах приведены в табличке, закрепленной в торце двери водителя и указаны при нормальной температуре для шин, рекомендованных фирмой BMW. У меня колеса в 20 размере, передние колеса качают 2,2 бара, задние 2,3 бара. При полной загрузке автомобиля спереди качают 2,3 бара, сзади 2,4 бара. А эта функция специально для тех, кто забывает или не знает о существовании поворотников. Смотрите, при нажатии на рычажный переключатель вниз срабатывает левый указатель поворота и моргает стрелочный индикатор указателя поворотов на приборной панели. А при переключении рычажного переключателя в верхнее положение срабатывает правый указатель поворота и на приборной панели загорается стрелочный индикатор поворотов в правую сторону. Не забывайте про эту важную функцию, хоть она и не скрыта, а очевидна. Данная функция пригодится нам в том случае, если у нас разрядился аккумулятор и нет возможности открыть багажник. Для того, чтобы открыть багажник, нам нужно открыть верхнюю часть багажника. И касательно нижней части багажника мы сейчас как раз рассмотрим, как это сделать. Для того, чтобы открыть нижнюю часть багажника, нам понадобится пластиковый инструмент и нам нужно снять декоративный пластик во внутренней части крышки багажника. При помощи пластикового инструмента поддеваем пластиковую крышку и выщелкиваем ее с крышки багажника. Крышку выщелкнули. Снимаем пластик. На пластике у нас всего 4 фиксатора. 1, 2, 3 и 4 фиксатор. В центральной части задней двери нам нужно найти вот такое вот окно, которое у нас есть в шумоизоляции. Поддеваем его. Далее нам нужно найти круглое отверстие, в которое мы устанавливаем отвертку. Так выглядит круглое отверстие. И одним движением открываем наш замок. И открываем крышку багажника. Для того, чтобы активировать парковочную систему, необходимо однократно нажать на кнопку. У нас загорается зеленый индикатор. И парковочная система дает нам знать, что сзади препятствие. Достаточно полезная функция, о которой мало кто знает. Как перевести дворники в сервисное положение. Поскольку левый рычаг стеклоочистителя частично скрыт под капотом, для замены щеток нам необходимо перевести их в вертикальное положение. Для того, чтобы перевести щетки стеклоочистителя в вертикальное положение, нам нужно повернуть ключ зажигания в первое положение. Далее нам необходимо перевести рычажный переключатель в положение 1 и выключаем зажигание. Теперь наши стеклоочистители находятся в сервисном положении. Далее можно безболезненно производить замену щеток стеклоочистителя на новые. Для того, чтобы вернуть дворники на место, необходимо повернуть ключ зажигания в положение 1. И наши дворники становятся в исходное положение. Система курсовой устойчивости осуществляет контроль за движением автомобиля при его спуске, снижая скорость и тем самым обеспечивая безопасность движения. Включение системы HDC осуществляется нажатием клавиши. У нас загорается зеленый индикатор. При этом скорость автомобиля должна быть менее 35 км в час. Без всякого вмешательства со стороны водителя
Автомобиль на спуске замедляется и начинает двигаться со скоростью около 8 км в час. Эту скорость можно регулировать в диапазоне от 5 км в час до 25 км в час, нажимая на педаль тормоза или газа. На скорости свыше 60 км в час система HDC автоматически отключается и гаснет ее индикатор. Повторное включение системы осуществляется нажатием клавиши. Система отключается также после включения зажигания. Расположение прикуривателей в автомобиле. 12-вольтовый прикуриватель в правой части багажного отделения. Работает только при включенном зажигании. Расположение прикуривателей в салоне. Тот прикуриватель, о котором все знают. Это прикуриватель в центральной консоли под декоративной крышкой, прикуриватель в задней части подлокотника и прикуриватель, о котором мало кто знает. Расположение прикуривателя под перчаточным ящиком. Этот прикуриватель удобно использовать для подключения дополнительных устройств или для подключения компрессора для подкачки шин. Мой компрессор предназначен для подключения к клеммам аккумулятора или клеммам, выведенным под капотное пространство. На панели приборов у нас остается кнопка подогрева сидений. Активировать кнопку можно нажатием. Сразу у нас загорается 3 лампы. Путем нажатия на кнопку мы можем выбрать последующие режимы и вовсе выключить. Еще раз активируем. Если нам необходимо быстро выключить подогрев сидений, нажимаем и удерживаем клавишу. Индикаторы потухли. Подогрев сидений выключен. При падении давления в одной или нескольких шинах загорается желтый индикатор на панели приборов и появляется на дисплее системы автоматической диагностики сообщение «Проверить давление в шинах». Иногда требование проверить давление появляется уже вскоре после того, как оно было откорректировано. Это означает, что при корректировке давления шины были перекачаны или недокачаны. Необходимо проверить давление еще раз, довести его до нормы и снова включить систему нажатием на кнопку. При повреждении шины загорается желтый индикатор на панели приборов. Появляется на дисплее системы автоматической диагностики сообщение «Повреждение шины» и раздается звуковой сигнал. При таких обстоятельствах необходимо убрать ногу с педали. Если позволяет дорожная обстановка, не пользоваться педалью тормоза вообще или пользоваться крайне осторожно. Припарковать автомобиль, избегая резких движений рулевым колесом. Заменить поврежденное колесо. Еще одна скрытая функция, она пригодится, если вы припарковались в темном месте и есть необходимость обозначить расположение автомобиля для других водителей для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. Для этого нужно нажать на рычажный переключатель вниз для активации подсветки парковочных огней с левой стороны или нажать рычажный переключатель вверх для активации парковочных огней с правой стороны. Многие думают, что эта кнопка отключает звук при кратковременном нажатии, но это не так. При нажатии на эту кнопку не только отключается звук, но и ставится композиция на паузу. При открытии дверей загорается свет в салоне. Для того, чтобы свет больше не загорался, нужно нажать кнопку включения освещения и подержать ее некоторое время в нажатом положении. При открытии дверей свет не загорается. Для того, чтобы вернуть в штатный режим, достаточно один раз нажать на кнопку. Заводим машину. При включении аварийной сигнализации аварийка будет работать в постоянном режиме. Если вы включите поворотник, аварийка гаснет и включается поворотник. Достаточно удобно при буксировке автомобиля. Для того, чтобы система RDC могла запомнить правильное значение давления, необходимо проверить давление воздуха в шинах всех колес по прибору, манометру, и сравнить их с табличным значением, и при необходимости откорректировать его. Теперь можно включить систему RDC. Включение системы необходимо проводить в следующем порядке. Проверить и откорректировать давление в шинах. Повернуть ключ зажигания в положение 2. Запустить двигатель. С места не двигаться. Нажать на клавишу и держать ее нажатой до тех пор, пока на панели приборов несколько секунд не загорится индикатор системы желтым цветом. Начать движение. Отпустить клавишу. Спустя несколько минут после начала движения система запомнит показания давления в шинах и примет его за программное значение. Следующая клавиша у нас система динамического контроля устойчивости. Индикатор системы DSC при пуске двигателя загорается и почти сразу гаснет. Мигание индикатора системы DSC говорит о том, что система активизирована и находится в режиме регулирования крутящего момента двигателя и давления в приводе тормозов. Система может быть выключена нажатием клавиши
При этом индикатор горит постоянно и система DSC не оказывает стабилизирующего воздействия на автомобиль, но сохраняется воздействие на тормозной механизм остальных систем. Следующая кнопка на панели у нас открытие багажника. Нажимаем на кнопку. Надеюсь, данное видео будет полезным. Ссылку на первую часть видео о скрытых функциях BMW, о которых мало кто знает, оставлю в описании под этим видео. Не забывайте поставить лайк, если такой формат видео вам интересен, и подписаться на канал.